Всем доброго времени суток. Вы на канале Ну что, свяжем? Я Оля. Рада приветствовать новичков и гостей на своем канале. Заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу, смотрите видео. Видео очень много, они собраны в небольшие коллекции для вашего удобства, поэтому заглядывайте в плейлисты обязательно. Я надеюсь, видео вам понравится. Вы оставите свои лайки, свои комментарии. Обязательно подпишитесь на канал, чтобы его не потерять. И нажимайте на колокольчик, так вы узнаете, когда выйдет новое видео на моем канале. Своим подписчикам, подписчицам, рукодельницам, рукодельникам, вязальщицам, вязальщикам, да, передаю большущий привет. Разные города, разные страны, очень приятно. Приятно читать ваши теплые комментарии, ваши отзывы, предложения, пожелания, ваши фантазии по поводу, куда можно использовать данные узорчики. И я к вам с новыми ниточками. Ну, так скажем, новые ниточки уже для нас не новые, да, мы уже вязали с такими ниточками Alize Baby Wool. Узорчик будет новый. Узорчик будет, как я вот обещала в инстаграме, да, для нового бактуса. Бактус платочек на шею, который будет вязаться точно так же от угла. Итак, что это за ниточки, новички? Смотрите. Это получается по составу 40% шерсть, 40% акрил, 20% бамбук. На ощупь очень приятные. Вяжутся очень легко. Посмотрите предыдущий бактус, я показывала. Он практически уже готов. В инстаграме выложу фотографию. И что у нас здесь говорят наши производители по поводу крючка. Берите крючок от единички до троечки. То есть вы уже знаете, да, чем плотнее вязание, да, хотите, тем вы крючок берете потоньше. Чем более рыхлое, воздушное, объемное вязание, берете крючок потолще. Я попробовала крючком номер 3. Вот моя рабочая лошадка. Мне понравилось. Все получилось, поэтому я буду продолжать этим крючочком. Ну что, начнем. Вот такая вот интересная расцветочка, да, такого секционного окрашивания. Получается, кому интересно, этот цвет, вот смотрите, 47,97. То есть на эту партию мы не смотрим, она может быть любая, да? Цвет 47,97. Ну что, приступаем. Итак, начинаем вязание от угла. И он у нас будет так вот асимметрично расти, получается, да? И будет от этого еще более интересным, более необычным. Мне хочется посмотреть, как в данном цвете будет переходить цвет в цвет. Угу. Итак, сделали петельку фиксации. Все как всегда. Зафиксировали. Мы ее при наборе петелек не считаем. Ниточку потом вот эту спрячем. Итак, 4 воздушные петельки подъема. 1, 2, 3, 4. И схемку узорчика я приложу, да, непосредственно будет у нас здесь на экране, а также продублирую в инстаграме. И у вас здесь по схеме нарисовано, что нужно делать столбики с накидом. Я хочу вам предложить сделать столбики с 2 накидами, поэтому я здесь делаю дополнительную петельку. Угу. А теперь делаем 2 накида, возвращаемся к нашей первой петельке, не к петельке фиксации, а к первой косичке вот этой вот. И сюда вводим крючок, вытягиваем ниточку и провязываем не столбик с накидом, а столбик с 2 накидами. Хорошо? То есть по схеме будет столбик с накидом. Мы с вами провяжем с 2 накидами. Вы можете продолжать как по схеме, да, а можете вместе с нами. 2 накида и сюда же, опять же, провязываем еще один столбик с 2 накидами. Мне кажется, будет интересно. 4 воздушные петельки подъема. 1, 2, 3, 4. Поворот. И сюда же, вот сюда же, получается, верхушку этого же столбика мы провязываем еще 2 столбика с 2 накидами. У нас получается, мы увеличиваем наш ряд, провязав еще дополнительно 2 столбика. Вот. Остальные оставшиеся столбики мы провязываем по одному столбику с 2 накидами. Так, и вот в петельку подъема еще один столбик с 2 накидами. Есть. То есть мы с вами, получается, будем увеличивать всегда наш ряд только лишь с одной стороны. Вы потом увидите закономерности, вы поймете, что вот именно с этой стороны увеличиваем. Когда перевернем, да, перевернем, вот, получается с этой стороны у нас будет увеличение. Вы увидите. Итак, опять 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. Поворот. Здесь мы с вами с этого края ничего не увеличиваем, поэтому мы с вами идем до последнего столбика столбиками, обычными столбиками с 2 накидом. 1, да, сюда еще один столбик с 2 накидами. Еще один столбик с 2 накидами. А вот в последний, самый последний, да, получается, у нас здесь были 4 петельки подъема. Вот в последнюю 4-ю петельку мы с вами будем провязывать 3 столбика с 2 накидами. 2 накида. Зацепились за последнюю петельку воздушную. И провязываем 1 столбик с 2 накидами. Сюда же провязываем 2
столбик с 2 накидами. И сюда же провязываем 3 столбик с 2 накидами. Все. У нас с этой стороны будет увеличение. Идем дальше. 4 воздушные петельки. Поворот. И опять в каждом ряду у нас будет получаться увеличение. Опять сюда еще дополнительно 2 столбика с 2 накидами. Понятно, да? А дальше провязывайте все столбики без увеличения. Раз столбик, 2 столбик, 3 столбик, 4 столбик, 5 столбик и последнюю 4-ю петельку подъема аккуратненько так зацепились и провязываем 6 столбик с 2 накидами. Вот. Как только у нас получается, что здесь 6 столбиков, да, и вот дополнительно 3 столбика, то начинается наш интересный узорчик. Итак, 4 петельки подъема. 1, 2, 3, 4. Поворот. А вот теперь делаем вот так вот 2 накида. И вот наш второй столбик мы будем провязывать рельефным лицевым столбиком с накидом. Итак, смотрите, взялись вот таким вот образом за столбик, что столбик у нас перед крючком. Вытянули ниточку, а теперь провязываем как обычный столбик. 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. Понятно? Вот, дальше вы поймете принцип, будет очень интересно. Итак, 2 накида. Здесь пропустили 2 столбика. 1, 2. И в 3-й столбик провязываем с вами, смотрите, будем делать веерочек. Итак, сюда 1 столбик с 2 накидами. Сюда же 2 столбик с 2 накидами. И сюда же 3 столбик с 2 накидами. Есть, пол веерочка готово. Воздушная петелька, опять 2 накида. И сюда же еще точно такие же 3 столбика с 2 накидами. Так, пока повторяйте. Потом увидите закономерность, будет интересно. Есть. Вот наш первый веерочек. Дальше пропускаем опять 2 столбика, 2 накида. И в 3-й столбик делаем рельефный лицевой столбик с 2 накидами. То есть мы крючок вот таким вот образом сделали, что у нас столбик находится перед крючком. Вытянули ниточку и провязываем 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. Есть. И самый последний получается наш столбик. Мы провяжем просто... Мы провяжем... Вот, раз у нас здесь, смотрите, прибавление идет, да? Мы здесь сделаем точно такие же прибавления. То есть в последнюю 4-ю петельку мы провязываем 3 столбика с 2 накидами. 1, сюда же 2 и сюда же 3. Есть. Вот, начинается наш узорчик, пока непонятно, да, вот именно за счет рельефных вот этих столбиков, но веерочек уже видно. Угу. Будем продолжать дальше. Так как мы с вами договорились, что у нас с одной стороны идет увеличение, да, то смотрите, опять 4 воздушные петельки подъема. 1, 2, 3, 4. Поворот. Так. Здесь, получается, мы с вами провязываем в первый же самый столбик дополнительно еще 2 столбика с 2 накидами. 1, 2. С 2 накидами, за счет этого они как бы рядочки наши будут немножко удлиняться. Так, а теперь вот до нашего этого рельефного столбика мы провязываем столбики обычными столбиками с 2 накидами. То есть в нашем случае здесь получается будет 2 столбика. 1 столбик, 2 столбик с 2 накидами. А потом, чтобы нам с вами сохранить наш узор, то у нас одна сторона будет лицевая, а другая изнаночная, да? Вот там, где у нас рельефный столбик, мы провязали лицевой, это будет лицевая. Значит, здесь будет изнаночная, значит, провязываем столбик. Рельефный изнаночный столбик с 2 накидами. А именно, смотрите, сделали 2 накида. Теперь мы захватываем наш столбик, да, рельефный, вот таким вот образом, что у нас столбик находится за крючком. Вытягиваем ниточку. Вытягиваем ниточку и провязываем. Теперь, сейчас, секундочку, вытягиваем ниточку и провязываем, как обычный столбик с 2 накидами, 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. Есть. А теперь делаем 2 накида, и вот эта вот арочка, которая у нас была в нашем веерочке, ныряем в эту арочку и провязываем точно такой же веерочек. Столбик 1 с 2 накидами,
столбик сюда же 2 с двумя накидами, столбик 3. Есть. Одна воздушная петелька и опять сюда же еще 3 таких же столбика. Раз, два, и 3. Есть. Как только закончится наш веерочек, дальше мы провязываем рельефный изнаночный столбик с двумя накидами. 2 накида. Вот, веерочек пропускаем, да, остаток веерочка. И вот наш рельефный столбик. Вот мы хватаемся таким образом, что у нас столбик находится за крючком. Вытянули ниточку и провязываем 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. Все. А теперь провязываем вот наши петельки подъема, которые были в предыдущем ряду. Мы беремся за самую четвертую последнюю петельку и провязываем столбик с двумя накидами. Есть. Дальше 4 воздушные петельки. Раз, два, три, 4. Поворот. Здесь у нас получается все то же самое. То есть мы будем провязывать четко по рисунку, да, там, где рельефный, рельефный, там, где веерочек, веерочек, где рельефный, рельефный, здесь мы будем доращивать нашу часть узорчика до следующего веерочка. Итак, там, где рельефный, рельефный, лицевой в данном случае, там, где веерочек, веерочек, несложно, раз, два, три, воздушная петля и сюда же еще 3 таких же столбика. Раз, два, 3. То есть уже не уточняю, что с двумя накидами, да? Идем дальше, смотрим. Дальше у нас идет по узорчику рельефный лицевой столбик с двумя накидами. 2 накида, столбик перед крючком, вытянули ниточку и провязываем 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. Есть. А дальше следующие, получается, провязываем 4 столбика обычными столбиками, но с двумя накидами. Вяжем. Раз, два, три, 4. А в последнем столбике, помните, да, провязываем вот в последней четвертой петельке подъема, хватаемся аккуратненько за эту петельку, находим ее. Так, и здесь провязываем 3 столбика с двумя накидами. Раз, два, и сюда же 3. Вот, если внимательно посмотрите, видите, у нас начинается наш узорчик, вот так вот вертикально идут полосочки. Полосочка рельефная, тут веерочек, полосочка рельефная. Здесь мы подготавливаем площадь для следующего нашего веерочка. Понятно, да? Так, теперь продолжаем дальше. Дальше получается у нас опять 4 петельки подъема. Раз, два, три, 4. Поворот. И в этот же первый столбик мы провязываем еще 2 столбика с двумя накидами. Раз. И сюда же 2. Есть. Следующие столбики до рельефного столбика провязываем обычными столбиками с двумя накидами. Ничего сложного. Итак, раз, два. Пока повторяйте. 3, 4, 5. Так, а теперь рельефный, ну смотрите, изнаночный столбик, 2 накида. Взяли вот таким вот образом столбик, что у нас крючок находится перед столбиком, да, столбик за крючком. Вытянули ниточку и провязываем 2 петельки, 2 петельки и 2 петельки. А дальше опять веерочек. То есть вы уже знаете. 2 накида, 3 столбика в арочку. Раз, два, 3. 1 воздушная петля, опять 2 накида и сюда же точно так же 3 столбика. Раз, два,
3. И заканчиваем рельефным изнаночным столбиком. Так, то есть где рельефные, всегда будут рельефные. Всегда. Просто учтите, где-то лицевые, где-то изнаночные. Все. И заканчиваем наше вязание в 4-ю петельку нашу подъема. Провязываем столбик обычный с 2 накидами. 2, 2, 2. Угу. Смотрите, какая получается красота. Так, вырисовывается наш узорчик. Да, становится более рельефным, более выпуклым и понятным. Да? Все, со следующего ряда мы с вами будем начинать вязать дополнительно еще один веерочек. Итак, смотрим. Возвращаемся немножко назад. 4 петельки подъема. 1, 2, 3, 4. Поворот. Здесь мы будем провязывать. Раз, видите, на нас смотрит, да, столбик, значит, это будет рельефный лицевой столбик с 2 накидами. Таким вот образом взяли ниточку, вытянули. Провязали рельефный лицевой. Дальше опять наш веерочек. Несложно. 1, 2, 3. Воздушная петля. И сюда же. 1, 2, 3. Как только провязали веерочек, провязываем рельефный. Видите, опять на нас смотрит, значит, лицевой столбик с накидом. Вернее, с 2 накидами. Есть. А теперь смотрите. Будем провязывать точно так же. 2 накида. Пропускаем 2 столбика. И в 3-й столбик провязываем наш веерочек. То есть 3 опять столбика таких же с 2 накидами. 1, 2 и 3. Точно так же 1 воздушная петелька. И опять сюда же 1, 2, 3. Есть. 2 столбика пропускаем. Следующий столбик, видите, у нас рельефный лицевой, то 3-й столбик у нас будет точно такой же рельефный лицевой. Захватили столбик сзади наперед, столбик перед крючком. Вытягиваем ниточку и провязываем 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. Угу. Все. Последний, получается, 2 столбика провязываем обычными столбиками. 1 столбик, 2 столбик. Понятно, что с 2 накидами, да? Сейчас. 1, 2. С 2 накидами. А в последний, да, помните, мы с одного ряда, с одной стороны, вернее, мы будем прибавлять. Провязываем 4-ю петельку подъема, 3 столбика с 2 накидами. 1, 2 и сюда же 3. Угу. Эта сторона у нас будет правая ровненькая идти. Так. А левая, видите, вот такая вот будет увеличиваться, увеличиваться, увеличиваться. И продолжаем дальше. Опять 4 воздушные петельки подъема. Сейчас вам уточню принцип узорчика. Дальше будет уже самостоятельно. 1, 2, 3, 4. Поворот. И сюда же мы провязываем еще в этот же столбик 2 столбика. 1 столбик, 2 столбик. Теперь мы с вами провязываем до рельефного изнаночного столбика, да, просто обычными столбиками. 1, 2, 3, 4. Смотрите, вот наш рельефный столбик. Мы его здесь будем провязывать рельефным изнаночным. То есть вот таким образом взяли крючок, да, столбик у нас за крючком, вытянули ниточку и провязываем 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. Опять наш веерочек. Тут без изменений. 1, 2, 3. Воздушная петля. И сюда же 1, 2,
3. Угу. А дальше у нас опять идет наш, получается, рельефный столбик. Мы в данном случае провязываем его изнаночным. Рельефный изнаночный столбик с 2 накидами. И опять наш веерочек. Раз. 2. 3. Воздушная петелька. И сюда же раз. 2. 3. И рельефный изнаночный столбик с 2 накидами. Предпоследний, так скажем, столбик наш, да? А последний столбик просто столбик с 2 накидами, 4-ю петельку подъема. 2, 2, 2 петельки. Угу. Красота. Понятно, да? Вот. А теперь у нас с вами будет опять формироваться еще один веерочек. Так. Вот, получается, опять сделали рельефный лицевой, веерочек, рельефный лицевой, веерочек, рельефный лицевой. Опять пропустили 2 столбика, в третий провязали веерочек, пропустили 2 столбика, так, в последний, предпоследний столбик, столбик, и в последний сделали 3 столбика с 2 накидами. Давайте самостоятельно попробуйте один рядочек. Угу. Давайте. Веерочек, веерочек, и здесь добавите самостоятельно еще веерочек. В конце ряда встречу, посмотрим, что получилось. Договорились? Давайте. Так, у вас получилось. Теперь смотрите, у нас 3 веерочка, да, раз, 2, 3 веерочка. Дальше возвращаемся, провязываем все без изменений, то есть где столбики, где веерочки, там веерочки. Итак, 4 петельки подъема. Раз, 2, 3, 4. Поворот. Так. И в первый столбик опять провязываем 2 столбика. С этого края мы провязываем, увеличиваем, так скажем, наши рядочки. 2 столбика. Дальше смотрим. Там, где столбики, там провязываем столбики. Раз, 2. Угу. Итак, раз столбик с 2 накидами провязали столбик в столбик. 2 столбик провязали столбик с 2 накидами, столбик в столбик. Вот у нас начинается рельефный изнаночный. Угу. В данном случае. Итак, провязываем его рельефным изнаночным. Все. А дальше вы провязываете все точно так же. То есть там, где веерочек, вы провязываете веерочек. Там, где рельефный изнаночный, рельефный изнаночный. Там, где у вас веерочек, веерочек. Рельефный изнаночный, рельефный изнаночный. Веерочек, веерочек, рельефный изнаночный. И здесь обычный столбик с 2 накидами. И здесь я вас встречаю. Договорились? Ну, чтобы не повторяться, да? Принцип уже здесь-то понятен. Все, провязываем. Веерочек рельефный, веерочек рельефный, веерочек рельефный, обычный. И я здесь вас встречаю. Давайте. Так. Получилось. Я надеюсь, что получилось, да? Вот так вот вы провязали, получается. 3 полноценных веерочка. Закончили ряд. Далее мы опять делаем 4 петельки подъема. Раз, 2, 3, 4. Поворот. Вы уже поняли, да? Что дальше у нас будет рельефный лицевой столбик с 2 накидами. Есть. И здесь вообще ничего сложного. Здесь вы должны будете провязать ряд. Все точности так же, как у нас здесь по нашему узорчику есть, да? То есть получается, там, где веерочки, вы провязываете опять веерочки. Там, где рельефные лицевые, веерочек, веерочек, рельефный лицевой, рельефный лицевой, веерочек, веерочек, рельефный лицевой. Здесь вы провязываете, получается, у нас здесь раз, 2, 3, 4 столбика, да? И в последний столбик еще 3. Понятно? Еще раз. Раз, 2, 3, 4. А в последний 3 столбика. То есть мы с этого края будем увеличивать. Все, ничего сложного. Провязывайте. В конце ряда я вас встречаю. Так, девчата, справились, да? Смотрите, раз, 2, 3 веерочка. Смотрите внимательно, да? Рельефный лицевой. И вот здесь вот, как только у вас будет раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7 столбиков по итогу, да, значит, следующий ряд вы будете прибавлять веерочек. Просто запомните. Дальше вы будете взять все то же самое. Как только у вас здесь формировалось 7 столбиков, полностью вот с этими 3 столбиками, которые с краешку, значит, следующий ряд веерочек. Понятно? Итак, давайте сделаем 4 петельки подъема. Раз, 2, 3, 4. Поворот.
Дальше. Следующий столбик. Вначале как бы мы делаем прибавочку, да? Раз столбик. Сюда же. И 2 столбик. А следующий столбик у нас будет рельефный. Так как у нас здесь все столбики изнаночные, то и мы будем формировать с вами рельефный изнаночный столбик. Понятно? Итак, провязываем. Берем столбик таким образом, что он у нас за крючком находится. Вытягиваем ниточку и провязываем 2 петельки. 2 петельки, 2 петельки. Дальше. Пропускаем 2 столбика и в третий столбик провязываем веерочек. Раз. Столбик с 2 накидами. 2. Столбик с 2 накидами. 3. Столбик с 2 накидами. Воздушная петля. И сюда же опять еще такие же 3 столбика с 2 накидами. Раз. 2. И 3. И смотрим. 2 столбика опять пропускаем. Вот наш рельефный изнаночный. Мы провязываем его рельефным изнаночным столбиком с 2 накидами. Все, ничего сложного. Понятно? То есть дальше вы провязываете все точно так же, как по узорчику. Веерочек рельефный изнаночный, веерочек рельефный изнаночный, веерочек рельефный изнаночный. Простой столбик. Поднялись, да, получается, перевернули наше вязание. И дальше опять так же по узорчику. Тут будет рельефный лицевой, веерочек, рельефный лицевой, веерочек, рельефный лицевой, веерочек и так далее. Все по узорчику. Еще раз напомню, когда у вас здесь после рельефного лицевого уже увеличивается до 7 столбиков, будет 7 столбиков, вы делаете еще один веерочек, понятно? И у вас с каждым рядом, с каждым разом будет вырастать новый рядок веерочков. Раз, два, три, потом будет 4, потом 5, 6, 7, 8, то есть до нужного вам размера. Давайте свяжем несколько рядочков, добавим несколько веерочков и посмотрим, что получается по итогу. Ну, естественно, как переходит цвет. Угу. Давайте, встречаемся через несколько рядочков. Так, девчат, смотрите, провязала несколько рядочков, да, не стала довязывать до конца моточка, решила на этом остановиться, показать вам, довяжу обязательно. Мне, кстати, очень понравилось. И переходы понравились, такие вот осенние цвета. Смотрите, я вам говорила, да, что как только у вас здесь 7 столбиков будет, то вы дальше, в следующий ряд, получается, вы делаете прибавочку в виде вот такого веерочка. Еще смотрите, как можно запомнить. Вот вы сделали веерочек, да, вот с этого ряда, где веерочек вы сделали, отсчитывайте раз, два. И следующий веерочек, да, видите? Следующий раз, два. Значит, в следующем ряду будет веерочек. Ну, смотрите, каждый для себя придумывает какой-то принцип, как можно запомнить, когда делать такую прибавочку. В оригинале она будет смотреться вот так. То есть здесь будет шейка, поняли, да? А сюда будет опускаться. Вот такой вот треугольничек. Вы посмотрите, как прикольно будет. То есть вот так вот наискосок будут поворачиваться вот эти рельефные столбики. Сами вот эти вот веерочки будут наискосок. Я думаю, будет шикарно. И получается, смотрите, девчонки, кто спрашивал, про что такое бактус, что это такое вообще, как с чем это едят, это платок на шею. И он будет у вас постепенно расти, 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 расти. И с каждым разом он будет все больше, 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 больше. Потом еще больше, 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 да. То есть он такой будет асимметричный платок. Это очень шикарно, это очень необычно, это очень эффектно. И я думаю, что я все-таки довяжу его. Я докуплю еще моточки. Так, и я обязательно покажу вам готовый результат. Девчата, кто спрашивает, у меня канал об узорах. Готовые результаты я показываю редко, да. Я покажу вам готовый результат данного бактуса, потому что я его вяжу прямо вместе с вами, как бы онлайн, да. То я покажу готовый бактус, обязательно покажу его в инстаграме. Я думаю, будет шикарная вещь, особенно в такой цветовой расцветке на осень, само то. Итак, я надеюсь, что данное видео вам понравилось. Обязательно ставьте лайки, не забывайте. Жду ваших комментариев, понравилось ли вам, кто работал с этой пряжей. Возможно, кто-то работал с этой расцветочкой, как ваши отзывы. И обязательно же подписывайтесь, кто еще этого не сделал. Нажимайте на колокольчик, вы узнаете, когда выйдет новое видео. А также, девчата, под видео находится стрелочка «Поделиться». Делитесь в соцсетях со своими подружками, да, в группах различных. Мне будет очень приятно. Заранее спасибо. И спасибо же, конечно, вам большое, что досмотрели видео до конца. До новых видео. Всем пока-пока. Встретимся в инстаграме.